Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам сделать полезную штуку из старого свитера. Берем свитер ненужный, выворачиваем его наизнанку. И нам нужно зашить вот здесь вот. У меня не самый удачный пример, видите, вот такой вот горловиной. Лучше брать свитер с таким вот просто вырезом. Зашиваем вот эту часть. Если у вас нет такой вот горловины, как у меня, то просто нужно будет зашить место, где вырезаем. Но так как у меня вот такой вот V-образный вырез, поэтому я зашиваю вместе с кусочком рукавов. Стежки должны быть плотно располагающиеся друг к другу. Я зашиваю швом назад иголка. Стараться особо не нужно, но желательно просто, чтобы это все не распустилось. Поэтому стежочками такими средненькими или мелкими, вот таким вот образом зашиваем горловину свитера. Если у вас есть машинка, вообще чудесно. Вручную у меня заняло это все где-то минут 15. Если у вас есть машинка, то вообще можно справиться за 5 минут. Так вот, ну, не очень ровно у меня получилось, но тут это не страшно. Зашиваем горловину. Фиксируем шовчик. Теперь это все мы выворачиваем. Вот. Должен получиться такой ровный шов. Ну, опять же говорю, у меня такой не самый удачный пример с V-образным вырезом. Теперь нам нужно сделать строчку вот под рукавами, тоже ровненькую. Здесь уже строчка будет видна, поэтому желательно нитки выбирать в тон. Ну, хотя, опять же, это насколько вам хочется, чтобы изделие конечное выглядело аккуратно. Хорошенько все фиксируем. Теперь нам нужно вот эту вот часть с рукавами наполнить чем-то. Можно взять тряпочки, а можно вот так вот раздербанить подушку старую, как я, и взять оттуда вот такой вот, не знаю, что это, холофайбер или синтепон. Потому что если потом вы соберетесь это стирать все в машинке, то вот такой вот наполнитель, он хорошо переживет стирку. Ну, он легкий, им удобно наполнять. Но опять же, говорю, можно использовать тряпочки, можно использовать поролон нарезанный. Наполняем полностью с двух сторон, проталкивая к серединке наш наполнитель. Вот что получается в итоге. У меня немножко квадратная. Если вы хотите круглую вот такую вот лежаночку, чтобы получилось, то вы зашиваете рукава вместе. Но у меня будет диванчик, потому что сейчас узнаете почему. Когда мальчики, которым это все предназначается, будут тестировать его. Вот так вот наполняем серединку. Можно, кстати, подушечку маленькую просто вложить туда. И теперь вот набираем на иголку, отступая от края, в таким хаотичном порядке, большими стежками. Быстренько вот так вот по кругу стежками все это собираем. Чуть-чуть подтягиваем и краешки вправляем внутрь. И потом затягиваем уже окончательно. Получается вот такой вот рукав у нас. Фиксируем это все узелком. И обрезаем. То же самое делаем со вторым рукавом.
Быстренько набрали вот так на иголку, чуть-чуть отступив от края. Немножко затянули, заправили и затянули окончательно. Теперь нам нужно зашить вот этот край. Опять же, машинка чудесная, если есть. Можно просто наметать, а можно вот так вот, подкручивая края, таким вот скрытым швом это все зашивать. Я вам сейчас сверху, наверное, расположу схему, как это делается, если не совсем понятно, как я это делаю. Вы вправляете иголку вот таким вот образом под низ и вытягиваете наверх. Потом параллельно точно так же вводите иголку вниз, вытягиваете наверх. И получается, что шовчик у вас скрытый. Вот таким образом. Сейчас вам покажу схему наверху. Вот так выглядит скрытый шовчик, очень аккуратненько. Расправляем это все. И я, опять же, я не замыкаю рукава в круглую лежанку, я делаю диванчик. Но вы можете просто соединить рукава между собой и немножко прихватить их к основной части, и тогда получится такая круглая лежаночка. Если у вас животное большое, то свитер можно взять тогда очень большой, тогда получится отличная большая лежанка. Ну, у меня мальчики маленькие, поэтому мы им делаем вот такой вот диванчик из моего свитера небольшого. Сейчас будем тестировать. Вот наши пирожочки. Черный — это Джордж, он очень ручной и контактный, а пятнистый — это Бушаня, и у него совсем другой характер, казалось бы. Две морские свинки с абсолютно разными характерами. Бушка у нас очень пугливый, очень стеснительный и совершенно не ручной. Вот посадили его на новое место, и он немножечко боится. Джордж никогда ничего не боится у нас. Тот лопает, этот замер. В любой непонятной ситуации, скажи, я сижу и делаю вид, что меня тут нет. Меня снимаешь. Нет, нет, не тебя. Кушай, кушай. Нет, ну все-таки меня, наверное, снимаешь, да? Нет, нет, Джорджик, кушай, кушай, дорогой, не тебя снимаю. Лежанку снимаю. Ну все, наводит марафет. Чистится. Значит, собирается спать. Такой потешный колобок.
Все, мостится спать. Скажи, ну что вы со своей камерой тут? Уходите. Дайте мне поспать. Да, вот так. В общем, лежанка была одобрена заказчиком. Все хорошо.